Привет, друзья! Несмотря на огромный опыт Фридриха Мерца, о котором я вам рассказывал в прошлом видео, кто такой Фридрих Мерц и сколько он зарабатывает, новая коалиция Мерца рушится прямо на глазах. Споры, склоки, разногласия – это то, что сейчас происходит в данной коалиции. По таким важным вопросам, как пенсия, минимальная заработная плата, между партиями ХДС, ХСС и СДПГ до сих пор нет единого мнения. Несмотря на это, представители партии уверяют, что открытые конфликты, подобные последним, должны оставаться скорее исключением, чем правилом. Например, временно исполняющий обязанности генерального секретаря СДПГ Тим Клюсендорф подчеркивает, что подобное противостояние, как это было во времена светофорной коалиции, нужно в будущем обязательно избегать. Напомню, что прошла всего неделя с момента, как черно-красное правительство официально приступило к работе, а партии-союзники ХДС, ХСС и СДПГ уже заявили, что их сотрудничество нуждается в улучшении. Парламентский управляющий от ХДС Штефан Бильгер открыто заявил, что недавние заявления министра труда Бербель Бас касательно пенсионной реформы и рабочего времени вызвали раздражение в рядах ХДС и ХСС. В ответ Клюсендорф вновь напомнил, насколько важно избегать этих всех публичных ссор, подобных тем, что происходили в период предыдущей коалиции Олафа Шольца. Он подчеркнул, что такие конфликты лишь подрывают доверие граждан к власти и разрушают с первых дней новую коалицию Мерца. Цитата. «Сегодня у нас политически непростое время. Мы просто не можем себе позволить такие споры, которые были нормой для светофорной коалиции», отметил он. Штефан Бильгер, в свою очередь, дал понять, что члены правительства все же должны придерживаться положений коалиционного договора. Для справки вам напомню, что поводом для недовольства стало предложение именно Бербель Бас включить в систему обязательного государственного пенсионного страхования не только наемных работников, но также и госслужащих и самозанятых. Клюсендорф предупредил, что важно не просто ссориться и спорить, важно, как это происходит. Самое страшное, что уже на первой неделе работы новой правящей коалиции начали проявляться первые разногласия. Бербель Бас не только подверглась критике со стороны союзников за свои предложения по реформе пенсий, но и вызвала недоумение своими сомнениями относительно уже согласованного в коалиционном договоре перехода от суточного лимита рабочего времени к недельному максимуму. Тем не менее, в защиту Бербель Бас выступил председатель фракции СДПГ Матиас Мирш. Он подчеркнул, что действия министра вполне легитимны и что она просто внесла новые импульсы в дискуссию, и он готов защищать ее от нападок со стороны своих же коллег. Хотя, по его мнению, дискуссии и споры – это неотъемлемая часть демократии, но вопрос лишь в том, как мы спорим, сказал он. Интересно, что появился еще один защитник Бас, который вызвал определенное понимание ее позиции. Это руководитель фракции ХДС-ХСС Йенс Шпан. Он напомнил, что в рамках будущей комиссии по реформе пенсионной системы должно быть место для широкого обсуждения. Однако он также отметил, что сначала следует реализовать то, что уже согласовано, а все дополнительные предложения выносить на обсуждение в рамках рабочей комиссии. Таким образом, страсти накаляются, и как быстро искра превратится в пламя, пока неизвестно. Но становится понятно, что Фридрих Мерц не может остановить этот маховик разногласий и конфликтов. Но не только в пенсионной политике сохраняются противоречия. По вопросу повышения минимальной заработной платы коалиционные партнеры также придерживаются абсолютно разных точек зрения. Матиас Мирш в эфире ЦДФ еще раз подтвердил требования СДПГ увеличить минимальную заработную плату, внимание, до 15 евро в час. Он назвал это ожиданием от комиссии по минимальной заработной плате, сформированной из представителей профсоюзов и работодателей. Кроме того, Мирш указал, что правительство при необходимости имеет возможность действовать через законодательную инициативу. Для того, чтобы обеспечить более эффективное сотрудничество в правительстве, было все-таки решено проводить регулярные встречи, что должно способствовать более слаженной работе коалиции, особенно в ужасных условиях, когда внутри правящей коалиции не по всем вопросам царит единство. Тем временем против политики установления минимального уровня заработной платы выступили политик от ХДС
и парламентский госсекретарь Федерального министерства экономики Германии Гита Конеман. Она подчеркнула, что такие решения не должны приниматься под давлением политической конъюнктуры. Цитата: «Комиссия по минимальной заработной плате будет принимать решения, исходя из объективных критериев, а не по принципу «хочу и будет», заявила Конеман в подкасте издания «Политика». По ее словам, коалиционное соглашение в этом вопросе сформулировано однозначно и ясно, и отступления от него не должно быть. Чтобы добиться в правительстве лучшего уровня координации, представитель ХДС Штефан Бильгер напомнил о достигнутой договоренности проводить ежемесячные встречи коалиционного комитета. По его словам, этот орган будет играть очень важную роль в согласовании позиций и решении текущих вопросов между партиями коалиции. Однако, как отметил политик, пока еще не объявлена точная дата первой такой встречи. Сейчас в Берлине с большим интересом и ожиданием все-таки следят за подготовкой к первому правительственному заявлению нового канцлера Фридриха Мерца, которого он должен будет предоставить сегодня в Бундестаге. И именно во время выступления глава правительства Фридрих Мерц сделает публичные акценты на приоритетах и ключевых направлениях реформ, которые планирует реализовать черно-красная коалиция до наступления летнего парламентского перерыва. В условиях усиливающегося торгового конфликта с Соединенными Штатами Америки ведущие экономические эксперты настаивают на том, чтобы Европейский Союз действовал более решительно и оперативно. По их мнению, Европейский Союз должен как можно скорее продвигать заключение новых торговых соглашений именно с другими странами, чтобы снизить возможные риски и компенсировать ущерб от введенных американских пошлин. При этом специалисты подчеркивают, что согласно их оценкам, именно экономика США окажется под более серьезным ударом от этих мер, чем экономика стран Европейского Союза. Экономисты из Германии и Франции, опираясь на расчеты и долгосрочные прогнозы, призывают весь Европейский Союз активнее заключать соглашения о свободной торговле с другими мировыми экономическими пространствами. Они считают, что именно сейчас наступит тот момент, когда Европейский Союз обязан взять на себя роль лидера в защите существующего порядка глобальной торговли. Эксперты подчеркивают, что чем более открытой остается мировая экономика, несмотря на протекционистские меры со стороны Соединенных Штатов Америки, тем меньше будет фактический урон от этих пошлин для европейской экономики. Цитата: «Европейский Союз должен поддерживать те европейские компании, которые из-за ограничений теряют доступ к американским рынкам. Им необходимо помочь найти новые экспортные направления и наладить сотрудничество с новыми торговыми партнерами». Среди ключевых выводов экспертов это высокая вероятность того, что введенный Соединенными Штатами Америки базовый тариф в размере 10% станет постоянным элементом торговой политики Вашингтона. В своей аналитике они приходят к заключению, что экономические последствия этих мер окажутся более тяжелыми именно для Соединенных Штатов Америки, а не для Европейского Союза. Внимание! Согласно их расчетам, снижение реального производства в Соединенных Штатах Америки может составить от 1 до 1,63%. А для сравнения, в странах Европейского Союза последствия этих тарифов по предварительным оценкам ограничатся снижением ВВП всего лишь примерно на 0,15%, что во много раз менее ощутимо. Анализ также включает вторую модель развития событий, которая касается более высоких пошлин, о которых Дональд Трамп объявил в апреле в так называемый День освобождения. В этом сценарии падение реального производства в Европейском Союзе ожидается на уровне 0,22 до 0,33%. Учитывая такую перспективу, экономисты призывают Европейский Союз использовать отведенные 90 дней, в течение которых приостановлено сейчас действие американских пошлин, максимально эффективно. В этот период, по их мнению, необходимо подписать торговое соглашение с латиноамериканскими странами блока Меркосур, а также активизировать работу над заключением договоров с другими государствами. Одновременно Европейский Союз обязан подготовить решительные ответные меры на случай, если администрация США вновь введет в силу приостановленные на данный момент зеркальные тарифы. А теперь давайте обсудим, когда политическая коалиция уже разваливается на первой неделе, как вы считаете, сколько еще времени они протянут? Подпишитесь и спасибо за просмотр.